Привет, друзья! Сейчас главные события Европы и мира. Сегодня ученые все чаще отмечают, что так называемые креативные системы искусственного интеллекта нередко повторяют знакомые нам шаблоны, вместо того, чтобы демонстрировать полное новое творчество. В то же время Китай усилил влияние на мировом рынке электромобилей, создавая конкуренцию для Германии, а канцлер Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждают новые стратегии поддержки европейской автомобильной промышленности. И это еще не все. В Германии планируется масштабная инициатива по безопасности с модернизацией полиции и цифровыми системами наблюдения. А в это время на рынке труда Германии министр экономики Катарина Райхи предлагает увеличить рабочую нагрузку и гибкость увольнений, что вызывает дискуссии в обществе. И еще в Соединенных Штатах Америки компании предлагают внимание, рабочие недели до 72 часов в IT и стартапах, что вызывает обсуждение среди экспертов. Обо всех этих последних событиях Европы и мира коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в научной среде снова заговорили о границах возможностей искусственного интеллекта. Новое исследование, опубликованное в международном журнале Patterns, показало, что системы искусственного интеллекта, которые ученые называют креативными, на деле часто повторяют старые, знакомые нам шаблоны и мало проявляют нового творчества. Ученые из шведского университета Даларна и университета штата Мичиган провели эксперимент, в котором один и тот же текст многократно переводили в изображение, а затем обратно в текст и снова в картинку, и так 100 раз подряд. Изначально задания были совершенно разными, но к концу цикла искусственный интеллект все чаще выдавал почти одинаковый сценарий. Например, пейзажи, готические соборы и маяки. Всего 12 повторяющихся мотивов, хотя задачи были совершенно разные. Исследователи объясняют это тем, что многие современные модели искусственного интеллекта обучаются на огромных наборах данных, собранных людьми, поэтому они склонны опираться на уже известные человеческие изображения и тексты, вместо того, чтобы создавать что-то по-настоящему оригинальное, нечто, чего раньше не было. Это означает, что искусственный интеллект пока больше переставляет старые элементы, чем придумывает по-настоящему новые идеи. Авторы исследования называют такие результаты скорее повторением шаблонов, а не настоящей творческой работы. И хотя модели могут в будущем развиваться и создавать более оригинальные результаты при более точном обучении и управлении, текущие же системы еще далеки от того, что большинство людей представляет под словом «креативность». Следующая новость одна из самых важных. Мировой автомобильный бизнес претерпевает значительные изменения за последние десятилетия. Вам это известно. И Китай играет в этом важную роль. Сегодня китайские автопроизводители не просто увеличили продажи внутри страны, они сильно усилили свое влияние на глобальном рынке, особенно в сегменте электромобилей. Китай уже доминирует в производстве и продаже этих электромобилей. Местные компании контролируют более половины всех новых электрических машин в мире, благодаря огромному внутреннему рынку и государственным программам поддержки. Машины китайских брендов продаются как дома, так и за границей, а экспорт автомобилей из Китая вырос до нескольких миллионов единиц в год, что делает страну одним из крупнейших экспортеров авто в мире. Компании вроде BYD, Geely и SAIC уже работают не только на внутреннем рынке, но и активно продвигают свои модели в Европе, Азии и других регионах, часто предлагая электромобили с высоким уровнем технологий и по конкурентным ценам. Это создает серьезную конкуренцию для традиционных производителей из Германии и других стран Европейского Союза, таких как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. Такая ситуация вызывает особое внимание и в Германии. Под руководством канцлера Фридриха Мерца в Берлине и в Брюсселе эксперты все чаще обсуждают, как именно укрепить конкурентоспособность европейской автомобильной промышленности и ускорить переход к электромобилям и инновациям. Германия, как крупнейшая экономика Европейского Союза, делает ставку именно на инвестиции в технологии, аккумуляторное производство, я вам рассказывал, и программы поддержки инноваций, чтобы не потерять позиции на глобальном рынке. В свою очередь, Европейская комиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен
пытается создать единую стратегию Европейского Союза по развитию электромобильной индустрии, поддержки инфраструктуры, зарядки и стандартов безопасности, чтобы европейские бренды могли конкурировать с китайскими и американскими производителями и сохранить роль Европы в мировой автомобильной цепочке поставок. Таким образом, сегодня влияние Китая в автомобильной отрасли представляет актуальную задачу именно для Германии и Европейского Союза, требующую стратегического подхода со стороны ЕС, чтобы поддержать технологическое лидерство, рабочие места в одном из ключевых секторов экономики. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии на 2026 год федеральный министр внутренних дел Александр Домбрин анонсировал новую масштабную безопасную инициативу. По словам Домбринта, правительство канцлера Фридриха Мерца делает безопасность граждан ключевым приоритетом. План сегодня включает увеличение числа патрулей, модернизацию полицейской техники, внедрение цифровых систем наблюдения и усиление борьбы с киберпреступностью. Эта инициатива охватит не только крупные города, но и малонаселенные пункты, где жители чувствуют себя уязвимыми. Кроме того, программа предусматривает лучшее взаимодействие между федеральной и земельными службами безопасности, а также усиление профилактических мер для предотвращения преступлений. Меры Германии согласуются с действиями Европейского Союза под руководством председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Страны ЕС совместно укрепляют контроль за трансграничной преступностью и киберугрозами. Федеральное правительство подчеркивает, что это долгосрочная стратегия, рассчитана на несколько лет, с регулярной оценкой эффективности, чтобы граждане могли чувствовать себя в безопасности на улицах и дома. И это только начало. В Германии федеральный министр экономики Катарина Райхе представила серию новых идей по реформе рынка труда, которая активно обсуждается в обществе и правительственных кругах Фридриха Мерца. Райхе предлагает повысить эффективность работы и расширить возможности работодателей при управлении персоналом. Министр объясняет свое предложение тем, что экономика Германии растет очень-очень медленно. Эксперты прогнозируют всего около 0,6% роста ВВП в 2026 году. И поэтому нужно повысить эффективность этого труда и использовать рабочую силу максимально. Именно поэтому Катарина Райхе предлагает увеличить общую рабочую нагрузку, поощрять переход от частной занятости к полной, а также обсуждать возможное повышение пенсионного возраста и сокращение стимулов к долгосрочному выходу на пенсию. Помимо этого, она выступает за ослабление трудовой защиты, в том числе за облегчение увольнений для компаний, особенно в секторах с высокой зарплатой. Это, по ее словам, должно дать предприятиям больше гибкости и помочь им быстрее адаптироваться к изменениям на рынке и международной конкуренции. Идеи Райхе уже вызвали критику со стороны профсоюзов и части населения, которые опасаются, что такие шаги ослабят права работников и сделают рынок труда менее стабильным. В Германии эта дискуссия пересекается с более широкими дебатами о роли социальных гарантий и балансе между экономическим ростом и защитой занятости. На уровне Европейского Союза под руководством председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен страны ЕС также обсуждают пути повышения конкурентоспособности экономики, включая реформы рынка труда, но подходы различаются в зависимости от национальных экономик и социальных систем. И еще одна новость. В Соединенных Штатах растет тенденция в сфере занятости. Некоторые компании, особенно в техсекторе и стартапах, предлагают график работы, внимание, до 72 часов в неделю. Это примерно равно 12 часам в день 6 дней подряд. Такой режим называют рабочей моделью 9-9-6, то есть с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. Это не какая-то случайность. В объявлениях о приеме на работу уже прямо указывают, что кандидаты должны быть готовы к такому графику и что тех, кто ценит личную жизнь и баланс между работой и свободным временем, просят сразу не подавать заявление на работу. Такая практика пришла, кстати, из Китая. Именно там эта модель была популярна среди технологических компаний до тех пор, пока местные суды не признали ее незаконной. Однако в Соединенных Штатах Америки, где трудовое законодательство менее строго регулирует продолжительность рабочего дня, такая культура переработок проникла в некоторые стартапы и компании, работающие над искусственным интеллектом и высокими технологиями. Эксперты отмечают, что 72-часовая рабочая неделя может снизить эффективность работы сотрудников и создать нагрузку на здоровье, и подчеркивают, что многие работники соглашаются на такие условия в надежде на высокие зарплаты или участие в будущих прибылях компании.
На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.